Всем привет! Сегодня у нас не совсем обычный видеоролик, постараюсь рассказать о жизни своих масштабных копий за кадром, также поведаю о том, что происходит с моделями во время и после видеосъемки, с какими трудностями я сталкиваюсь, и мы затронем довольно актуальную тему ремонта. Не очень приятный процесс, но я думаю, хотя бы раз в жизни каждый из вас ремонтировал свой миниатюрный автомобиль. Свои машины я чиню постоянно. В основном это косметический ремонт, подкраска, подклейка поврежденных деталей, это издержки видеосъемки. Автомобили очень хрупкие и не предназначены для постоянного изъятия и помещения в коробку. Я вам приготовил несколько грузовичков, также легковушки, которые наиболее часто мелькают в моих видеообзорах. Если у вас будет интерес к продолжению рубрики, то поддержите видеоролик лайком и оставьте ваш комментарий. И у меня были случаи, когда я ремонтировал автомобили по десятку раз. Конечно, такой ремонт совершенно нецелесообразен, но эти модели были предназначены под определенные рубрики канала. И один из таких автомобилей это УАЗ-469 от Агат. И данная модель изначально рассыпалась от цинковой чумы. И склеивал ее буквально 8 раз перед видеообзором. И машина после каждого видеоролика постоянно где-то рассыпается. И, кстати, места ремонта держатся, но рассыпаются другие узлы. И, видимо, корпус испытывает большое напряжение, тем более этот автомобиль без металлического верха, и открываются дверцы, и, можно сказать, все держится на пластиковой раме. Я думаю, после этого видеообзора мне придется ремонтировать заднюю левую дверку. Она тоже уже выскочила и держится буквально на честном слове. Но еще раз повторюсь, эта машина у меня для определенной рубрики канала, и это больше некий эксперимент. Если у вас в коллекции подобные автомобили, не советую их ремонтировать, а лучше найдите им нормальную качественную замену. Следующая масштабная копия это пожарный ЗИЛ-130 от Автоистории. И эту модель я тоже неоднократно ремонтировал, улучшал, дорабатывал. И изначально данный пожарный автомобиль пришел с некоторыми дефектами. Был сломан буксировочный крюк на переднем бампере. Эту деталь я полностью демонтировал, правда не нашел ей замену. И также менял покрышки. Первый раз устанавливал резину от Maestro Models, но те покрышки я переставил на другой ЗИЛ от SSM. А сюда подобрал колесики из набора АВД дополнения. И из-за того, что запасное колесо спрятано под надстройкой, и она тоже была повреждена в процессе пересылки, мне пришлось эту деталь восстанавливать. И теперь ремонтирую кронштейны, задние пока не восстановил. И финальный вариант у меня будет не вклеен, а просто вставлен в пазы. И если, допустим, когда-то я захочу опять менять резину, мне не нужно будет ломать деталь. И, кстати, сломалась рукоятка для выдвижения лестницы. И пришлось подкрасить крепежное отверстие, потому что здесь все было залито краской. И ремонтировал уже второй раз поручни. Они лопнули в одном месте из-за того, что это очень маленькая деталь. Клей практически ее не держит. И вы видите следы ремонта. Я потом подкрашу этот элемент, и тогда не так сильно будет бросаться в глаза, что он отремонтирован. А это вполне хорошая машина, и я думаю, в будущем поставлю на нее стеклоочистители из фототравления и зеркала, потому что оригинальные криво установлены и абсолютно не держат свою форму. Единственное, нужно будет их покрасить красным цветом, и это тоже не самое простое занятие. Я уже дорабатывал ЗИЛ-131 от SSM. И установил зеркала от АЭМ и ножки покрасил белой краской. И такой же комплект я хочу поставить на 130-й ЗИЛ. И, кстати, мне больше нравятся зеркала такого типа, чем у студии Петроград. У них элементы составные, и порой сложно придать ножкам правильную форму. В этом плане мне нравится второй вариант. Он стоит чуть дороже, но, на мой взгляд, сделан более добротно. ЗИЛ-130 с бортовой платформой. Эта машина у меня больше для опытов. Тренировался, как делать газобаллонное оборудование, также
тренировался, как аккуратно приклеивать зеркала заднего вида, стеклоочистители, и по задумке эта машина после капремонта. Не стал перекрашивать кабину, а изнутри покрасил детали синим цветом, и как будто где-то в гаражном кооперативе кабину покрасили той краской, которая была под рукой. Также установил номерные знаки и заменил фары на аналог от ГАЗ-69 и журнальной серии «Автомобиль на службе». Просто понравились хромированные ободки. И эти фары чуть крупнее, чем должны быть у Зила, но, на мой взгляд, они тоже смотрятся вполне симпатично. Еще одна машина от автоистории, ГАЗ-63. И эту модель я пока что не ремонтировал, но ко мне она пришла с испорченным колесным диском. Отсутствует ступичный колпачок. Пока что не решил, как эту деталь восстанавливать. Сделать копию элемента с левой стороны или просто купить диски от Maestro Models, но возможно на них не сядут покрышки от автоистории и придется докупать комплект от Maestro, и это дополнительные финансовые затраты, и возможно не стоит заниматься покупкой покрышек, а оставить модель в таком виде. Тоже напишите в комментариях, какой вариант более предпочтителен. Также покажу вам лимузин ЗИС. И с этой моделью мне не повезло. Она была полностью комплектной, нормальной, но готовил этот автомобиль для одного видеоролика, поставил машину на стол, она по какой-то причине сама покатилась, упала со стола, сломался задний бампер и потерялся маскот. Задний бампер я уже подклеил, правда, видны следы склейки. И, кстати, я купил маркер Молотов по совету подписчиков моего канала. И когда он придет, я попробую закрасить место склейки и посмотрим на результат. Но тоже бывают такие моменты, все не углядишь. И, к счастью, это недорогие модели. Обидно было бы, если бы развалилась какая-то машина за 100-200 евро. Также покажу вам самоделку. Сидельный тягач на базе ГАЗ-53, и эта машина скопирована с варианта ССМ. И это тоже больше некий эксперимент. Хотел посмотреть, как будут сочетаться детали, как красить кабину. И эта машина у меня тоже соскочила со стола и упала кабиной вниз, как бутерброд маслом вниз. И сломались стойки, я их подклеил и не стал перекрашивать кабину, а просто подкрасил краской. И опять же, это не сильно бросается в глаза. И я думаю, я попробую эту модель немножко состарить. Покупал пигменты, нужно будет просто почитать, как их наносить аккуратно и что для этого необходимо. И покажу вам другие модели, которые я не демонстрировал на канале, но которые тоже ремонтирую за кадром. Например, Mercedes-Benz 230 SL Pininfarina от Neoscale Models. И я думаю, многие из вас знают, зачастую у изделий из полимера отлетают детали из фототравления. Как раз у этой машины отслоилось остекление, но оно оторвалось не просто, а вместе с лакокрасочным покрытием. Поэтому пришлось подкрашивать красным цветом сколы и также полностью перекрасить черной краской окантовку. И вот так выглядит стеклышко. Я его еще не приклеил, и нужно будет его аккуратно поставить на свое место. И тогда уже на эту модель я буду делать видеообзор. И если не забуду сказать о ремонте, я думаю, вы не догадаетесь, что эта модель была ремонтирована. И покажу вам еще пару автомобилей, например, ЗИЛ-157 от ССМ. И у этого варианта я уже несколько раз ремонтировал зеркала заднего вида. Изначально было сломано правое зеркало, потом случайно обломал левое, нашел им замену от варианта автоистория, а теперь решил поставить более ажурные зеркала на ножках из фототравления. Но для этого нужно было заклеить большие отверстия и не стал перекрашивать кабину грузовика, просто подкрасил места белой краской. Конечно, это бросается в глаза, но все же лучше, чем пластиковые бревна, которые были изначально. И зеркала я потом поставлю и, возможно, продемонстрирую в одном из видеороликов. И могу вам показать еще пару автомобилей,
которые у меня повредились в процессе видеосъемки, например, ГАЗ «Тигр». И когда я закончил показ этой модели, у нее отвалилось рулевое колесо. Не знаю, как эти детали приклеивают, я его положил в отдельный пакетик, уже не хотел разбирать модель и собирать ее обратно после ремонта, поэтому она пока что в таком виде. И, например, ПАЗ от ССМ, у которого постоянно вываливается задний фонарь. Их можно вклеить, но опять же, если я захочу разбирать автобус для последующей доработки, нужно будет детали выламывать, поэтому я постоянно фонарик вставляю, и он постоянно выскальзывает. И могу вам показать один неудачный эксперимент. Это Нива от производителя Ласточка. Эту модель, можно сказать, я сломал по дурости. Возможно, и не по дурости. Хотел ее доработать, но так как здесь полимер очень хрупкий, то модель пришла в негодность. И пытался снять лакокрасочное покрытие, но специальная жидкость для снятия лака без ацетона полностью разъела материал, из которого сделан этот автомобиль. И опять же, есть ли смысл восстанавливать этот корпус, потому что в наборе AVD Models можно приобрести готовое изделие. Но эту машину я начал разбирать до того, как был объявлен анонс о выходе такого аналога. И сейчас похожая Нива вышла в рамках журнальной серии. И опять же, если говорить о целесообразности ремонта, то, возможно, проще взять журнальный вариант и забыть об этой продукции «Ласточка» как о страшном сне. И пишите ваши комментарии, какие поломки на ваших моделях, как вы с ними боретесь, были ли у вас случаи, когда вы сами случайно повреждали какую-то любимую масштабную копию. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на те модели, которые я не демонстрирую на этом канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.